Financial Times и «Важная история» опубликовали очень любопытные данные. Как утверждается, они получены от источников в европейских разведках. Тексты на источниках – такие себе факты, но в данном случае имеет смысл их обсудить, потому что есть явное пересечение с реальностью. Из публикаций следует, что с начала 2026 года Владимир Путин крайне обеспокоен перспективой покушения на себя со стороны российских элит. Буквально тем, что недовольные его существованием могут попытаться убить его беспилотником. Вокруг Путина резко усилена охрана, ужесточены протоколы безопасности, усилены досмотры, введен запрет на использование рядом с президентом любых устройств с выходом в интернет. Список мест, в которых бывает Путин и члены его семьи, резко сократился. Из него исключены резиденции в Подмосковье и на Валдае. Путин может неделями работать в бункерах в Краснодарском крае, пока СМИ показывают предзаписанные консервы. В этом году Путин не посетил ни единого объекта военной инфраструктуры. ФСО контролирует любые информационные или медийные публикации с участием президента. Сотрудникам, работающим рядом с Путиным, запрещено пользоваться общественным транспортом. В домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Бывший министр обороны Сергей Шойгу рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации. Что бы это ни значило. Путина же чрезвычайно беспокоит ставшие достаточно регулярными убийства российских генералов в Москве. Об этом сегодня и поговорим. Только перед тем, как начнем, как обычно напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу российских блокировок интернета. В том числе бесплатные способы без VPN для Android. Посмотрите там. Прежде чем обсудим Путина, нельзя не отметить политический кульбит президента Украины Владимира Зеленского. Путин уже не в первый раз обманывает себя этими перемириями с Украиной. Каждый раз он предполагает, что украинская администрация как-то не так отреагирует, как-то плохо будет выглядеть в глазах Трампа. Помните, что было в прошлом году? Путин предложил перемирие на 3 дня, а Зеленский, вместо того, чтобы его отвергнуть, сразу же и говорит: а чего на 3? А давайте сразу на 30. Если мы можем друг в друга не стрелять и беречь жизни людей 3 дня, то можем и дольше. Обратное заявление лишено логики. Но там было все просто, здесь другая ситуация. Здесь Путину позарез нужно перемирие на 2 дня. Это Путин построил идеологический фундамент режима на культе Дня Победы. Это ему нужно любой ценой провести парад. Парад этот Украина при ее нынешних возможностях вполне может сорвать, если захочет показать, как при звуках воздушной тревоги ФСО вытаскивает Путина с трибуны, а солдаты разбегаются с площади. Есть вариант, что Украина захочет это сделать. Украина тут в сильной позиции. Она либо разрешает, либо не разрешает Путину провести в Москве его куцый, на порядок по числу участников и в разы по длительности сокращенный праздник. С другой стороны, Путин просил не сам, он пришел через Трампа. А бесить Трампа лишний раз точно не нужно. Не нужно выглядеть тем, кто отвергает мир. Выход украинская сторона нашла интересный. Зеленский объявил об одностороннем режиме тишины, о всем том же перемирии, но на 2 дня раньше, с полуночи 5 на 6 мая. И режим прекращения огня теперь в руках Путина. Если он примет условия Зеленского, то Зеленский примет его перемирие. Украина от мира не отказывается, наоборот, вдвое его продлевает. Заранее, в одностороннем порядке. Если Путин не прекратит огонь с 5 на 6, то у Украины не будет никаких ограничений ни перед Трампом, ни перед кем бы то ни было, чтобы бить 8 и 9. Путин же поставлен в сложное положение. Если пойти на режим тишины и объявить перемирие с ночи на 6 мая, то выходит, что он подчинился Зеленскому. Если не идти, то украинская страна не будет ничем ограничена в смысле ударов во время парада. Это не Зеленский отказал в просьбе Трампу, это Путин ударил по протянутой руке. Путин теперь между унижением и демонстрацией слабости. Он либо подчиняется Украине, либо не может защитить даже собственный праздник чужой победы. И это вот вся настоящая многоходовочка, которая ставит оппонента в плохое положение при обоих вариантах реакции, полностью исполнена одним абзацем текста. Неважно, кто и как относится к фигуре Владимира Зеленского, но это настоящий политический профессионализм. Но вернемся к нашим баранам.
Для нас в новости о том, что Путин все больше беспокоится о своей безопасности, важен такой момент. Сообщается, что президент все больше изолируется даже от собственного ближайшего окружения. Все меньше людей на совещаниях, все реже выходы в свет, все больше времени в укрепленных бункерах. Можем ли мы это подтвердить? Путина в публичном поле действительно стало значительно меньше. Прям резко меньше с начала года, это факт. Путин отказался от прямой своей конституционной обязанности, от послания Федеральному собранию, что является главной ежегодной встречей президента с высшей номенклатурой. Последний раз президент публично разговаривал с широким кругом российской элиты 29 февраля 2024 года, то есть еще на прошлом президентском сроке. Путина снимают и монтируют черт пойми как. У оператора руки ходуном, звук как из бочки. Пенсионерка ТикТоки про выращивание огурцов на свой 5-летний Xiaomi лучше снимает, монтирует, и звук у нее чище, чем в официальных записях президента Российской Федерации. В кадр обязательно попадут старческие руки с огромными венами, а за кадром явственно ощущаются руки, заточенные не под камеру, а под дубинку. Чувствуется, что Путина нам теперь показывают не пиарщики, а ФСОшники, которые 8 марта вообще файлы умудрились перепутать и на сайт президента залили запоротый дубль обращения. Парад Победы, прежде неотъемлемый перформанс президента, теперь сокращен до предела. Путин буквально выскочит на публику и тут же спрячется обратно. Изоляция есть, это факт, и ее видно. Но верим ли мы в заговор и покушение, в государственный переворот, во имя предотвращения которого это все делается? Тут скорее нет. Скорее мы предполагаем другое. ФСБ смогло убедить Путина, что против него в элитах зреет заговор. И изоляция это не во имя защиты Путина, а для того, чтобы его запугать. Цель изоляции не защита от угроз, но цель угроз – изоляция. Поговорим об этом подробнее после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. В мировом рейтинге свободы интернета Россия находится на одном уровне с Ираном, Китаем и Пакистаном. Хуже только в Северной Корее, которая занимает последнее место. В России планируют ввести плату за VPN-трафик, а площадки из белого списка должны отслеживать использование VPN пользователями, чтобы государство могло эффективнее блокировать VPN-сервисы. Но это не означает, что они перестанут работать обязательно. Нужно подобрать надежный сервис, который пережил не одну волну блокировок. Или сразу несколько таких сервисов на всякий случай. Например, подойдет Blank VPN, для которого новые ограничения – просто очередной вызов. С ними они успешно справляются уже 8 лет, одними из первых на рынке внедряя технологии обхода новых блокировок. Blank VPN стабильно занимает высокие позиции в моем VPN-рейтинге. Подключение выполняется в один клик в собственном приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду с полным безлимитом как на количество устройств, так и на трафик. При этом Blank VPN анонимен. Даже его сотрудники не знают, какие сайты вы посещаете, что смотрите и где находитесь. А главное, Blank VPN дает 30 дней, чтобы вы могли попробовать сервис. Вам не нужно покупать кота в мешке. Если что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно с российской карты или криптовалюты. Поддержка у Blank VPN работает круглосуточно и ответит на любые вопросы. Поможет настроить обход белых списков или поставить VPN на роутер. Переходите по этому QR-коду или по ссылке в описании и устанавливайте Blank VPN. В ссылку уже встроен промокод CATS, который даст скидку до 66% и 30 дней гарантии возврата средств. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Так зачем же изолируют Путина? А почитайте любую историю о мошенниках, например, о Денисе Бондаренко в Медиазоне или о любой секте. О любых людях и организациях, которые занимаются системным обманом и ставят жертв под контроль. У всех этих историй есть одна общая черта. Жертву всегда изолируют. Ссорят с семьей, запрещают общаться с друзьями, заставляют уйти с работы. Первый принцип обмана и контроля настолько же древний, как человеческая цивилизация. Можно либо бесконечно обманывать одного человека, либо всех людей, но недолго. Любой человек, не обязательно смышленый или подозрительный, но не находящийся под влиянием мошенника, для жертвы мошенничества будет окном в реальный мир. А если вы или ваша организация для человека единственное окружение, единственные собеседники, то убедить его можно в чем угодно. Не будет иметь значения никакой конфликт между тем, что вы говорите, и наблюдаемыми в окно обстоятельствами. Потому что окна-то нет.
Жертве не поможет ни знание законов физики, ни собственные воспоминания. Люди верят тому, во что верит их окружение. Этот баг заложен в архитектуру нашего сознания эволюции. С ним ничего поделать нельзя, и одинокие люди рискуют стать кормом для любых подонков. С ними рядом просто нет человека, который скажет: да какой нахрен грядущий апокалипсис? Какое нахрен строительство ковчега? В смысле продать квартиру и отправить деньги на безопасный счет? Ты что несешь такое? Ты сам себя слышишь? Как побудить человека к самоизоляции? А надо убедить его, что прежнее окружение желает ему зла. Дети ждут не дождутся, пока ты Богу душу отдашь. Уже ремонт в твоей квартире заказали. Родители тебя не понимают, плохо обращаются, мечтают побыстрее из дома выгнать. Коллеги злоумышляют и подсиживают, начальство не ценит. Муж хочет детей забрать. Идея простая. Только мы можем тебя защитить. Внешний мир для тебя враждебен. Тот же Бондаренко месяцами убеждал людей, что по их следу идет ФСБ, и только он с помощью своих связей может их уберечь и вывести из страны. Кажется, что в истории с Путиным, его страхом покушения и растущей самоизоляции, мы видим то же самое. Нам трудно поверить, что в российской правящей элите зреет заговор о покушении на Путина. Мы этих людей наблюдаем четверть века. Из них по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кому хотя бы сбежать хватило мужества. Сбежать перед лицом настоящего уголовного дела, выбирая между тем, чтобы попытаться ускользнуть, и смиренным ожиданием поездки в Лефортово. Почти поголовно все выбирали второе. Наши управленцы, все эти министры, олигархи и прочие заместители председателя Совбеза – феноменальные трусы. Их трусость вытесняет не только политические амбиции, но даже инстинкт самосохранения. Им не хватает смелости даже на попытку спасти свою единственную, персональную и неповторимую задницу. Замминистра природных ресурсов Денис Буцаев, который свинтил за день до ареста через Беларусь и Армению в Штаты, это прям сенсация, единичный и уникальный случай. А знаете, что еще более показательно в этом случае? Что чекисты, у которых с белорусами давненько уже единая база, даже не накладывают им запрет на выезд, когда решение уже принято, но ласты еще не завернуты. Они уверены, что чучундрики эти будут послушно дожидаться ареста и даже не заморачиваются. Конечно, все может быть, но представить себе, что это трусливое племя способно на заговор, мы пока не можем. Зато у ФСБ есть вполне реальные аргументы, не связанные с личными особенностями российских чиновников. Что Путин всех задолбал своей войной, которая нужна только ему и тем самым чекистам. Весь прошлый год он водил всю страну как козлов за морковкой, обещая всем договорничок с Трампом, который, и это очевидно сейчас, даже самым одаренным, не собирался заключать. Путин же не над Трампом в прошлом году издевался. У Трампа раз в неделю новая сверхцель. Ему лень запоминать, о чем говорили вчера. Путин обманул своих. Персонально у Трампа он отобрал лишь призрачный шанс на премию мира и немного чувства собственного достоинства. Да он и забыл сразу. А у тех 500 семей, которые, в общем-то, владеют Россией, Путин отобрал последнюю надежду на возвращение к нормальной, в их понимании, жизни. После свистопляски с Трампом больше не ожидается никакого события ни в ближнем, ни в далеком будущем, на которое имело бы смысл надеяться. Надеяться на возвращение своих счетов, яхт, вилл, перспектив для детей, на то, что дроны перестанут прилетать по заводам и нефтебазам, на возвращение к нормальному бизнесу, к мировым рынкам капитала. Всем сказано предельно ясно. Пока Путин в кресле, он будет воевать. И дальше будет только хуже. Оставь надежду всяк входящий в 26-й год. Ни военного, ни дипломатического, никакого окончания войны не будет. Еще через 4 года вы будете сидеть не на озере Кома, а в бомбоубежище, а то и в СИЗО. Путин всех задолбал переделом собственности и репрессиями. Да, и раньше высокая должность и миллиардные активы не гарантировали безопасности. Но хотя бы гарантировали, что с тобой будут общаться получше, чем с подростком, которому менты подкинули наркотики. Что если с тобой решат разобраться, то хотя бы сделают это по-пацански. Дадут продать хоть за сколько-нибудь, дадут уехать. Помурыжат в вип-камере бутырки и отпустят на пенсию. Не оставят совсем без копейки. Но, что особенно важно, что скрепляет мафиозные структуры всегда и везде, даже если ты провинишься, даже если тебя убьют, то семью твою не тронут.
Семья будет жива, на свободе и обеспечена. Ведь ты же свой. Ты служил этой системе. Ты многим ради нее пожертвовал. Надо дать денег Единой России на выборы. Ты давал, сколько скажут. Надо вложиться в очередной народный фронт имени Путина. Ты вкладывался. Надо отправить своих работников на выборы или на войну даже. Ты отправлял. Надо забашлять за очередную частную военную кампанию. Ты башлял. Ты никуда не уехал в начале войны. Никого не предал. У тебя список санкций длиной, как титул приличного монарха. От Сиднея до Анкориджа твоя рожа висит в стоп-листе любого нормального банка. Ты не нарушил ни единого правила системы. От любой оппозиции бежал как черт от ладана. Но ничего из этого в зачет не идет. С тобой могут расправиться в любой момент самым свирепым образом. Расправиться так, будто ты только и делал, что ФБК финансировал. Отберут все подчистую, до засаленных треников. Закатают в лагеря бессрочно. Заведут дела и все заберут у жены, детей, родителей, любовниц, водителя. И у детей, жены, и любовницы водителя тоже все заберут. Каждую неделю этим путем проходит кто-то из твоих знакомых. Это ж для нас эти все расстрельные новости, публикуемые уже списками, это набор каких-то абстрактных фамилий. Но для тех, кто составляет ту самую не очень многочисленную российскую элиту, это друзья, коллеги, партнеры, соучастники, родственники, конкуренты. Для внешнего мира ты соучастник режима, а внутри ты корм. Ты строил свою жизнь между Россией и Западом, между Рублевкой и Сан-Тропе. А в итоге жизни у тебя нет нигде. В Сан-Тропе все опечатано, а на Рублевке ты ждешь спецназ ФСБ. Тебе уже открыто Путин говорит: давай сюда сугубо добровольно 100 ярдов на войну. Но даже это никакая не гарантия. Сегодня отдашь долю сам, а через год придут и заберут остальное. Как такая жизнь может не задолбать? Особенно, когда понятно, что этому не будет ни конца, ни края. Что нельзя будет выдохнуть. Что пока Путин у власти и жив, надо ездить на работу с комплектом удобной для СИЗО одежды. Ведь есть совершенно не иллюзорный шанс домой не вернуться. Вот так сейчас российской элите. А еще понятно, что на бытовом уровне всех, от пенсионера до главы пенсионного фонда, просто невозможно бесит ситуация с интернетом. Это же просто ежедневная жопа по всей стране. С навигацией, с оплатой, с доставкой, с учебой, со связью. Просто со всем. Кто там мечтал об объединяющем символе, о национальной идее, которая объединяла бы элиты и народ? Что нас объединяет, кроме паспорта? Можем ли мы описать себя как общество в целом? А теперь можем. Мы нация VPN. Русские, чеченцы, буряты, евреи, богатые, бедные, городские, деревенские, родители, дети. Все смотрим Викторию Боню в наглухо заблокированном экстремистском Инстаграме. Чем мы все занимаемся после того, как забросили строить коммунизм? Дружно обходим блокировки, боремся с белыми списками, запасаемся наличкой, ловим Wi-Fi, переживаем за пожилых родителей, с которыми трудно связаться. При этом все понимают, что при Путине это не закончится. Разламывать интернет, а вместе с ним бытовую жизнь и экономику будут до тех пор, пока он у власти. Огромные ресурсы государства будут уходить на то, чтобы вернуть страну на 30 лет назад. Конечно, это не полный список аргументов, почему Путин всех задолбал. Вчера, например, мы обсуждали экономику. Но сейчас же важно осознать тот факт, что господам чекистам очень легко убедить Путина, будто его хотят грохнуть. Это очень логично. Когда ты понимаешь, что нормально наворотил делов и всем испортил жизнь, что все устали от войны, от страха за себя, семью и имущество, устали от санкций, от нужды обходить блокировки, устали от экономических угроз. Когда догадываешься, что все окружение связывает нормализацию с твоей физической кончиной, в таком случае очень легко поверить, что против тебя готовится заговор. Или уже готов. Что табакерку уже прям полируют. Что единственные твои друзья на всем белом свете, которым все нравится, которым ты нравишься, война нравится, санкции нравятся, которым норм возврат к пишущим машинкам и строительство нового миропорядка до победного конца любой ценой, это твоя тайная полиция. Угроза исходит от всех, кроме ФСБ. Под эту лавочку максимально изолировать пожилого диктатора становится легче легкого. Изолировать его физически, изолировать от любой информации, которая исходит не от ФСБ. Ведь если все, кроме чекистов, вероятные заговорщики, то все, что они говорят, все, что советуют, потенциально опасно для жизни диктатора. Кому на Руси жить стало хорошо за последние 4 года? Второй службе ФСБ. Им объективно стало лучше.
Больше полномочий, больше бюджетов, больше пространства для произвола. Не они берут малую такмачку, зато теперь они выходят и есть элита. Они извлекают максимальную выгоду от существования Путина. Вот он их и слушает. Если европейские разведчики не ошибаются, именно такое положение вещей нам может многое объяснить из происходящего за последнее время. Зажатый в информационную блокаду человек уже не принимает решения. Решения принимают те, кто блокаду организовал, кто изолировал его от внешнего мира, от любых критических замечаний. Что там всякие политтехнологи вякают? Что не надо народ сейчас бесить с отключением связи? А зачем они это рассказывают? Чтобы выборы нормально провести или чтобы дрон на тебя навести получше? А то ж вон как с Айталой-то вышло. А эти чего? Почему весьма очевидные сигналы общественного недовольства, снижение рейтингов и рост тревожности, к которым раньше режим был очень чуток, теперь будто вообще не доходят до Путина? Потому что те, кто сигналы эти должен проводить, считаются врагами. Они не хотят брать Киев, не хотят ходить строем, воевать с НАТО. Они ненадежные и готовы предать в любой момент, чтобы потом из Ниццы фоточки в Инстаграм выкладывать. Они ради этого, мол, сдадут и Крым, и самого Путина в Гаагу. Все, что они говорят, преследует цель побыстрее войну слить. Слить тебя, договориться с врагами, вернуться на свой Запад. В принципе, так оно все и есть. Вот ровно такие люди Путина и окружают. Поэтому внушить ему все это не очень-то и сложно, это ж правда. Но если так сделать, то им можно вертеть как нефиг делать. Если тайная полиция решает, с кем Путин говорит, кого боится, куда ездит, то тайная полиция страной управляет. Что касается самого заговора и перспектив покушения на Путина, то мы здесь скорее в это не верим. По причине, с которой начали. Из-за парализующей трусости российских правящих кругов. Из тех, кому мужества не хватает даже на побег, плохие выйдут заговорщики. Но верим ли мы, что чекисты Путина запугивают заговорами и покушениями с целью изолировать его от собственной системы? Верим ли мы, что ФСБ использует страх Путина, чтобы сделать его заложником, выстроить вокруг непроницаемую стену и забрать реальную власть? В этом мы почти не сомневаемся. Следы этого процесса слишком явно видны. Совет диктатору сегодня простой и короткий. Не порть людям жизнь, диктатор. Не станешь тогда заложником собственных сторожей. До завтра.